Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами и за новыми выпусками на канале. Ставите лайки, пишите хорошие, добрые комментарии и вообще разное пишите. Игорь Мосичук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, наши дорогие зрители. Ох, вы знаете, такие вот смешанные чувства. С одной стороны, да, миропорядок полностью меняется. Мы видим, что происходит в Пекине, вчера в другом китайском городе. В общем, мы понимаем, да, о том, что конфигурация полностью выстроенная за последние десятилетия приобретает новые формы. С другой стороны, очень интересен разговор Путина и Фицо, который как бы поговорил с Путиным и в пятницу уже сделал заявление, что знает, на что обратить внимание Зеленского. У них встреча в Словакии, я так понимаю, после коалиции желающих, возвращаясь в Украину, заедет в Словакию Зеленский и, собственно, поговорит с Фицо. Это примечательно, потому что именно на этой части планеты, на этом, скажем так, ну, на параде, во-первых, победы, да, во-вторых, в этой компании, это единственный представитель и ЕС, и НАТО, это прям нужно отметить. В общем, жуть как интересно. Но почему смешанное настроение? Потому что сейчас, ну, у нас какая-то странная история происходит с Трампом. Ввиду этого вопрос. Он такой, немножечко с издевкой, может быть, где-то полусерьезен, но в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому, в общем, жив ли Трамп? Варианты ответов. Да, приболел немного. Да, просто выжидает роста крипты. Ну, то есть фонды, рынки. Нет, он в холодильнике. Или Венс придет, порядок наведет. Выбирайте из четырех вариантов ответа. Какой выберете вы? И вообще, как относитесь к вот этой, ну, достаточно серьезной волне, которую подняли в соцсетях 6 дней без заявлений Трампа? Ну, во-первых, мы сегодня услышим заявление Трампа как раз под конец нашего эфира, я так понимаю. Это во-первых. Во-вторых, я выберу второй. Я выберу второе, потому что Трамп, крипта, рост и, ну, это очень взаимосвязанные вещи. Он умеет играть, и его семья заработала сейчас на крипте больше, чем он за всю жизнь на стройках построил немало зданий и заработал тоже немало денег, грубо говоря. Поэтому я больше чем уверен, это красивая игра. И думаю, что даже и Венс в этой игре, ну, свою тоже маленькую лепту вложил. Ну, тут и пастор его, тот, который получал награду из рук Зеленского 24 августа в День независимости, пишет «Молюсь о вас». Ну, это работа такая, он же духовник, как бы представляется всем. Пускай молится. Там какого-то мужика неудачным ракурсом сфотографировали в кепке USA, очень похожего на Трампа. Пригляделись, а Трамп ли это? В общем, интересно. Бросили старое видео. 21:00 по Киеву и Москве ожидается выход Трампа, и вроде как анонсируют, что вообще с Украиной не связано, будет что-то про Пентагон и космические войска. Ну, инопланетян ждем, судя по всему. В общем, что-то будет очень феерическое. А может, просто Министерство обороны переименуют в Министерство войны на фоне событий вокруг Венесуэлы. В общем, посмотрим, как Трамп, как он вообще, как выглядит. Но если так вот более или менее, ну, серьезно говорить, есть еще одна, конечно, замечательная новость. Это вот буквально перед нашим эфиром. Гордон говорит, что Арестович едет встречаться с Януковичем в Москву. На этом, наверное, такие самые веселые обсуждения они закончатся, потому что на самом деле у нас грядут очень страшные времена. Дедлайн встречи Зеленского и Путина, Трампа, который Шуфутинов день, 3 сентября, это завтра, он уже не соблюден, все понимают. Путин делает ряд интересных заявлений на встрече с Фицо, и мы понимаем, что к миру не готовы и будут еще воевать. И воевать инфраструктурно, соответственно, обращая Украину в каменный век в ответ на удары по НПЗ. Перспективы на осень не очень, правда? Нас ждет кровавая осень. Возможно, самая кровавая с начала полномасштабной войны.
Э, Поэтому я, всех, кто нас смотрит в Украине, я просил бы людей не игнорировать ни воздушные тревоги, ни вообще безопасность. Более того, я думаю, что блэкаут и, возможно, затяжной, я думаю, наступление российское, и нас ждет продолжение волны террора и политических убийств. Я уже вижу, к сожалению, что реализовывается определенный сценарий, и я не исключаю, учитывая уже предыдущие, что следующие убийства будут в том числе и за границей. Ну, пока Львов такой эпицентр, да? Ну и Сегодня, Мадрид. сегодня похоронили Порубия. А, Как-то все дружно рассказывали нам о российском следе в этом всем убийстве, но сам подсудимый, его отправили, ну, в общем, в СИЗО на 60 суток. Он говорит, я этого и хотел. То есть вообще как-то не складывается в голове. Это что? Это психически атакуют нас всех. Ну вот смотрите, человек потерял сына на войне, сын айтишник, тоже там патриот перед вторжением. Уже все нашли, там мать писательница, они там разошлись с отцом, но отец хочет найти его тело. В общем, поэтому решает убить кого-то из политиков для того, чтобы его посадили, а потом обменяли. И он тогда на той стороне окажется и будет, ну, собственно, Александр, ближе к вы сыну. сами себе верите в то, что вы пересказываете? Так это официальная версия, Не, подождите. ну, я понимаю, это для кого? Это какой сезон какого сериала? И кто автор сценария? Ну, я обещал вам инсайт по этому поводу. В годик бросил он сына и не общался после этого. Поэтому версия о теле сына, она не рабочая. Российского следа тоже как-то, ну, не нашлось. Желание обменять такое себе. Зачем он России, ну, грубо говоря. Второй очень важный момент. Были наши коллеги там, я с ними общался перед эфиром. Говорят, более хладнокровного поведения человека мы не видели. Вот он полностью собран, полностью хладнокровен, полностью понимает, что говорит и так далее. Я не уверен, что он есть ликвидатор, ну, то есть исполнитель. Ну, то есть Не уверен, на видео не он. не уверен почему. Я общался с несколькими людьми, специалистами по визуальных, ну, этих вещах, и они мне говорят, рост, ну, движение, телосложение, ну, чуть отличаются. Я не могу утверждать, это надо как бы экспертизы, ну, проводить соответствующие, но специалисты вот говорят так. Ну и вишенька на торте, дело переквалифицировали. И теперь его расследовать будет Служба безопасности Украины. О чем это говорит? А это все засекретят, мы больше ничего не увидим. То есть нам показали фигвал. А там еще, Александр, несколько вопросов. Во-первых, обращаюсь к львовянам, которые нас смотрят. Придите, напишите мне, кто знает этого гражданина, потому что говорят, что год назад он совершил преступление и с того момента находился на крючке. Ну и еще один немаловажный аспект. Знаете, помните, Александр, анекдот о Штирлица, который идет по рейс-канцелярии, за ним волочится парашют и красный флаг.
Ну, это выглядит с русским следом, но приблизительно вот так. Э, Даже если он с кем-то общался, ну, гипотетически, я сейчас не хочу, ну, отходить от версии, которую нам предоставили, потому что пока не понимаю, что есть в материалах дела, ну, до конца. Даже если он с кем-то общался, а я извиняюсь, а там татуировка на лобе ФСБ была. Почему это не могли быть спецслужбы другой страны? Нашей, например. Активность Зеленского, который методически вмешивался в следствие, методически. Смотрите, мы услышали заявление, дословно, мне доложил глава СБУ и глава МВД, задержан, потом мне доложили показания, ну, допрос первый прошел. У меня вопрос. А кто такой Владимир Зеленский, гражданин Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, чтобы ему что-то докладывали процессуальные лица? Ну, кто он такой? Даже если он исполняет обязанности президента, он не становится процессуальной фигурой. Он не генеральный прокурор. Ну, вы же Он... понимаете, это ну, заявление, которое Не, подождите. сплочает, которое поддерживает Есть имидж власти. криминально-процессуальный кодекс. Нет, ну давайте так. Вы вот это тоже. У нас пол Конституции на паузе, а вы тут про какой-то криминально-процессуальный кодекс и криминально-процессуальные лица. Нет, ну понятно, провел совещание, как там, что по делу Порубия. Ищем, нашли. Подождите, Александр, подождите. Он никто в процессуальном значении. Но, учитывая то, что Порубий дважды обращался за госохраной и дважды получил отказ, то как минимум гражданин Владимир Александрович Зеленский, уроженец Кривого Рога, должен быть допрошен в качестве свидетеля, как минимум. А что такого происходило в жизни Порубия, что он просил дважды охрану и получил Смотрите, отказ? что бы ни происходило, мы не знаем, я не могу заглянуть, ну и так далее. Что бы ни происходило, были обращения, были отказы, был мотив, ну какой-то отказа. Следователь, соответственно, должен допросить гражданина Владимира Александровича Зеленского, какой был мотив в отказе. А они идут гурьбой и рассказывают человеку, который должен быть допрошен, который гипотетически может быть подозреваемым в организации, они идут и рассказывают ему, докладывают. А кто он такой, чтобы ему докладывать? Возможно, с разрешения следователя проинформировать. Но если дал такое разрешение человеку, который ну, должен быть допрошен, ну, это, я извиняюсь, какая-то вообще история, ну, совершенно другая. Подводя черту, я наблюдаю, как в экстазе слились пропагандоны Кремля и Банковой. У них же один в один мотив. Только одни с целью рассказывают, что у нас вот такие спецслужбы, ну, мы ликвидировали, да, бьют в грудь. А вторые стрелки переводят, ну, с Банковой те, которые. Я наблюдаю и думаю, ну, вообще, как близнецы-братья. Петров, Соловьев, Петров, ну, Нет, несу. подождите, давайте вот все-таки проанализируем. Если российского следа нет, ну вот нет, Нет, то нет. тут, Это смотрите, смотрите, я опираюсь на заявление главы службы безопасности Украины в Львовской области, который сказал на брифинге: нет, мы рассматриваем, мы ищем, нет. Так же, я же не ошибаюсь, ну это же не я придумал, не Шелест, это сказал правильно? ну вот смотрите, российского следа нет.
Тогда еще более интересно все выглядит, потому что мы же, ну вообще, смотрите, понятное дело, Майдан, понятное дело, это лицо Майдана, спикер Рады, глава СНБО, понятно, это там партия Порошенко. Во-первых, тут два момента бросаются в глаза. Как все проходило. Ну вот вчера отпевали, сегодня там опять прощались, в общем, хоронили. Порошенко прибывает во Львов с грустным лицом. Экраны, трансляция вчера того, что было внутри храма. Да, то есть, ну вот как все обставлено. Я прям поражаюсь, что люди не замечают то, что на поверхности. Когда был Порубий СНБО, ну, секретарем, не возглавлял, секретарем, у него была замом Сюмар. Сейчас она в штабе, ну, как слили злые языки, в штабе у Залужного. Значит, Пашинский, тот, который выносил оружие, где стоял Порубий и с блокнотиком каждого записывал. Не-не-не-не, стоп, Александр, стоп. Это тоже близкий Нет, для стоп. Порубия. Смотрите, стоп. Вы сейчас спутали две вещи. Надо быть точным, потому что когда говоришь и ошибаешься, ну, в деталях, потом это приводит к искажению. Значит, смотрите, абсолютно фотография и видео Пашинского, ну, то, что вы говорите, это времен Майдана. Сразу второй день, буквально после расстрела, ну, Небесной Сотни. Фотография Порубия, где выходят люди, да, с оружием, сделана через 2 месяца после Майдана. Это 14 апреля 2014 года. Это было после того, как произошла стычка между самообороной Майдана и правым сектором, который оккупировал гостиницу Днепр, ну, штаб у них там был Чешу. Они между собой столкнулись, и член правого сектора Козюбчик, псевдоним Орест, отстрелил интимные места, грубо говоря, сотнику Майдана Медведю. После этого произошли разборки, и прибежал Ярош к Порубию и говорит, не надо штурмовать, ну, потому что спецподразделения готовились, ну, к штурму. Не надо штурмовать, давай разрулим ситуацию. И Порубий ему сказал, разрулить ее возможно следующим образом. Вы выселяетесь с отеля на базу под Киевом, мы находим подразделение, едете, ну, на фронт. А тот говорит, а нас не арестуют, ну, на выходе. Порубий говорит, хорошо, я буду гарантом. И он приехал туда, стоял, это отель Днепро, от Пашинский из Украины выходил, ну, с винтовкой то, что, а это отель Днепро. Он стоял, наблюдал, они вышли, погрузились, уехали, все. В результате, чтобы уже закончить эту историю, Козюбчик этот погиб на фронте, а Медведь помер в начале полномасштабной, ну, своей смертью, полномасштабной войны. Вот, поэтому, если Пашинский, ну, да, то вот это другое. Ну, я просто ради чистоты, вы понимаете. Смотрите, ну вы же не отрицаете связи Пашинского и Порубия. Да не, Ну вот. я говорю Так просто вот, про факт. Сюмар. Вы понимаете, Александр, Так я вот. говорю, чтобы никто не сказал, что мы, ну, что-то... Сюмар, Пашинский, якобы в команде Залужного, которая раздражает Зеленского. Вот раздражает. И, ну, тут же как Борислав Береза, тоже еще один известный деятель, он же четко говорит, смотрите, со следующей недели, вот прямо вот на этой неделе, начнутся заказы мочить Залужного. Мочить политически. То есть, смотрите, мы видим определенную игру внутреннюю, достаточно серьезно, или просто кажется. Что думаете по поводу этой версии, что условно вот эти все события были таким политическим предупреждением,
клану, ну или там группе вот этой части праворадикальных постмайдановских элит, которая в принципе вместе с Порошенко, да, вот они готовы вписаться в политический проект Залужный. Ну, это рабочая версия. Я бы ее рассматривал как одну из приоритетных. Более того, Александр, я скажу так, мне очень понравилось, ну, в кавычках, да, заявление этого парня, который там типа сознается, да, в убийстве и так далее. Говорит, да если бы я жил в Виннице, то был бы Петя. Александр, я дико извиняюсь, мы с вами прекрасно знаем, Петя в Виннице не живет уже лет 30, наверное. Поэтому, а почему Петя? А почему не Вова? А почему не Давид? Ну, понимаем, да? Это месть власти. Можно ли считать Парубия властью? Можно. Ну, без вопросов, он бывший спикер, не так много прошло времени, все. Но когда это вот выстраивается, а был бы Петя, то я сразу вот вашу версию, ну, понимаем, да, то есть это самое. Ну и наконец-то, я общался буквально перед эфиром с несколькими правоохранителями, с несколькими специалистами, которые расследовали подобные дела, опытными людьми. Они мне говорят, по наявной той информации, которую мы видим, очень похоже на то, что сценарии и дирижер двух убийств политических очень похожий сценарий, а дирижер, возможно, один. Имеется в виду убийство в Мадриде Андрея Портнова и убийство во Львове Андрея Порубия. А если зацепить раньше Ирину Фарион, то какая шахматка получается? Майдан, антимайдан, Майдан, ну, понимаем, да? И напрашивается, а кто выстраивает сценарий? А некоторые начали истерику там, вот там в эфире прибегают, сейчас посмотрим, что у нас будет в конце, какие вопросы будут. Начинают называть фамилии, а вы не думаете, что этот следующий, а вот этот, ну, понимаете, то есть я очень аккуратно отношусь к этим нагнетаниям информационных, ну, подобных историй. Мне кажется, что вот это все, что мы видим сейчас, это действительно какой-то новый сезон какого-то сериала, написанного 95-м кварталом. У меня, кстати, есть вопрос. Я бы очень хотел, чтобы правоохранители, я знаю, у нас будут все смотреть, чтобы они откомментировали, дали ответ. А что с покушением на Шефира? Помнится мне, кто-то там с трибуны ООН рассказывал, как друга убить хотели. Я же не ошибаюсь, ну, все, у меня с памятью все нормально. Может кто-то дать ответ? Что, где, как? Фарион застрелили, Портнова застрелили, Порубия застрелили, а у Шефира, Не смогли. да, Не смогли. зато с трибуны ООН рассказал. Достаточно, ну вот напряженная внутриполитическая вот эта игра, она как-то связана с окончанием войны? Есть ли наметки, что Смотрите, этой осенью будут заставлять проводить выборы? Вот и активизировались сценаристы. смотрите, очень даже может быть. Но я бы еще и под другим посмотрел углом. Если рассматривать вот эту версию, которую предложили вы, Александр, то я бы еще посмотрел и другую версию, близкую, ну, к этому. Смотрите, вы же помните 22 год, Стамбул.
Вот, вот. И тут казнь в центре Киева. Дениса Киреева, переговорщика, сотрудника ГУР, как потом выяснилось, нашими спецслужбами. И все вот так вот. Прилетает Джонсон, то все, ну все вот так. Да, Поруби не участник переговорного процесса, но он знаковая фигура на одном из полюсов политической системы страны. А для того, чтобы сорвать, в том числе мирный процесс, достаточно эти полюса между собой столкнуть. Вы же посмотрите, как возбудились после убийства Фарион. Потом другие возбудились после убийства Портнова. Теперь опять, ну, понимаем, да, то есть вот какие вот информационные же идут просто, мы же видим, да, в соцсетях там, ну и так далее. Люди с противоположных, абсолютно противоположных полюсов. Разделяй властвуй, сталкивай и работай. Как одна из рабочих версий. Я бы рассматривал. Из того, что мы услышали в Пекине, из разговора абсолютно открытого Путина и Фицу. Ну, это, конечно, такие очень интересные моменты. Значит, в который раз российская сторона говорит, что с Трампом договорились о чем-то на Аляске. Ну, то есть все эти люди, которые говорят о том, что они не договорились, ну, идут лесом. Они договорились. Они договорились, я это говорил не раз, они договорились, у них понятийная договоренность. И теперь, как говорится, детали. Детали. Вот, допустим, деталь Запорожская АЭС, которая вполне может... Да-да-да, я обратил внимание, это ключевая деталь. Вы же помните, как это всего российская вот это вот и пропагандистская машина и все, когда изначально Трамп сказал, мы хотим там, да, на ЗАЭС и то, все ж там, нет, это никогда, ничего, а сегодня бах, и Путин говорит, а мы можем работать по ЗАЭС и не только с Америкой, а и даже с Украиной. И это серьезный сигнал. Они провели определенную черту. Они определенную черту провели. Как это будет дальше реализовываться и что будет дальше происходить? Мое мнение, что если сейчас не доломают нашего мальчика Вовочку, то Трамп будет выходить с с мирных переговоров. И тогда будет худший сценарий, о котором сегодня говорил Путин, о котором вы говорили, ну, в начале программы. Нас ждет тогда кровавая осень, очень кровавая, ждет потеря людей, потеря территории, это страшно. И потом вот эти вот глобалисты, которые Вовочку нашу окучивают, они сами придут к Трампу и скажут, Дональд, поговори с Владимиром, ну, Путин. Дональд пойдет говорить. Но я хочу сейчас обратить внимание всех наших зрителей, всех украинцев. Условия будут еще хуже в разы. 22 год Стамбул. Одна история, сейчас другая история, а то будет вообще третья история, еще хуже. Поэтому я вот скажу так, у меня недавно там был эфир один, дискуссия с одним азербайджанским журналистом. И он говорит, вы посмотрите, как прогнули Путина. Финляндия и Швеция в НАТО. Мы тут с Арменией порешали и дорогу Трампу отдали. Иран ухайдокали. А я его слушаю, потом говорю, подождите.
А вы это все сделали. А где тут Украина? Где тут украинский народ? Или вы нас за дрова считаете? Ну, в топку подбрасываете войны. Вот украинцы горят в топке войны, а вы решаете, кто в НАТО войдет, что с Ираном будет, кому дорогу между Азербайджаном и Арменией, ну, передать. Украина где? Украинцы где? Молчит. А нет. Это последствия вот этих вот хождений, брождений, ну, в которых и покойные сегодняшние, которого мы, ну, вспоминали, и до него, ну, бегали ж как. В Москву прибегут, поцеловали руки, ноги, побежали в Вашингтон. И потом Брюссель. Потом можно в Пекин забежать, в Стамбул. И везде по кусочку, где больше, где меньше, суверенитет. И добегались до того, что на выходе в 22 году стали абсолютными марионетками. И сегодня нам сидит представитель Азербайджана, да, и в эфире мне рассказывает, как они нагнули Россию там, нагнули Россию вот там, нагнули вот здесь, а Украины нету. А нагнули ценой жизни, территорий, уничтоженной промышленности, экономики, инфраструктуры. Ну, полностью ж отлет. Поэтому для меня лично эта ситуация, которая происходит, желательно должна была бы закончиться, ну вот. Потому что если мы войдем в кровавую осень, то, о чем мы говорили, а потом в эту катастрофическую зиму, я хочу напомнить, у меня на родине около 70 шахедов вошли в один инфраструктурный объект нашей ГТС. Это компрессорная станция, которая нагнетает этот самый давление газа, ну, в трубе все. Но кроме всего, там есть один функционал. Она в эту трубу подкачивала газ с наших месторождений. На Полтавщине, Харьковщине и так далее. Ее нету. Ну, нету. Какой будет газ? Или кто будет отапливать зимой? Одно дело сейчас комфорка, да, горит. А второе, когда надо будет в котельной топить и все. Об этом никто не говорит. Вот он ставку собирает, мы там слышали у Миров, да, что-то рассказывает, по отопительному сезону. Ну так поэтому же, ну, потому что все, ну, кранты. А тут надо садиться и переговоры вести, потому что если они не состоятся, ну, то есть если не будет мира, то будет кровавая осень, переходящая в катастрофическую зиму, без отопления, с блокаутами и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, Александр, но мое мнение, что надо садиться и принимать решения. Принимать тяжелые решения. Я не раз у вас говорил о Маннергейме, ну, приводя пример. Для него было тяжело? Было. Но он понимал, либо потеря всей страны, потеря людей, либо некрасивый, плохой, неуютный, ну и Ну, вообще тут мир. же разница большая, да? Сегодня, кстати, Экономист написала большой материал, сравнивала Украину и Финляндию вот тех времен, да, таких нацистских и после постнацистских, вот этот тоже переход. Ступ сделал заявление, что они победили в войне с СССР, потому что сохранили свою независимость. Ну, это много кто высмеял, кто, скажем так, осудил, кто, ну, кто как отнесся, да. Мало кто поддержал, но тем не менее, это же его позиция сегодняшнего, да, вот, президента Финляндии. Но я скажу, для Украины сейчас будет победой окончить войну, остановить войну. Это будет наша победа. И хай высмеивают, ну, говорят, что угодно, но для нас это будет победа. Значит, Путин посоветовал Фица
чтобы Венгрия и Словакия отключили свет и газ. Ну, как бы проучить. Потому что бьют по дружбе, ну, это конкретно этот пример, бьют несколько раз, большие скандалы, большие вот эти все, вот Зеленский пошучивает про дружбу, но Фица тоже может пошутить, ну, своеобразным образом вместе с Орбаном. Я в этот момент хочется, знаете, вам как-то ответить, что это все было бы правильно, но на людей плевать. Ну вот, плевать. Как там, будет многоэтажка отапливаться условно будущей зимой, или где-то не будет квартал отапливаться. Там всем скажут, переходите на буржуйки, в окна высовывайте, или что-то еще в этом духе придумают, или вот, пожалуйста, вернем эти центры незламности, пункты, да, которые там палатки, Старлинг, там тебе чай дадут и печенюшку. Ну, то есть, а то, что там со зданием будет, то, что там, это все ерунда. Переживем как-то зиму и будут 100% будут рассказывать, смотрите, мы же пережили вот там период блэкаутов, вот тогда, когда лупили, и вынесли все ТЭЦ практически. Да, то есть и сейчас переживем. Ничего страшного. Украинцы, мы мецни, вперед из песни. Но мне почему-то кажется, что встреча Зеленского и Фица будет о чем-то больше, чем о вот этой ситуации с реверсами, газом, нефтью и вот этой энергетикой. Наверное, у Путина появился, вот он его хорошо сегодня использовал, шанс обратиться к Западу, ну, к Трампу, к Западу, да, вот к ним, через Фицо на этой встрече. Но не публично, он же может через Фица передать что-то Зеленскому, что? Ну, во-первых, я думаю, что послезавтра Зеленского ожидает ультиматум. Это будет ультиматум, и это будет конкретно поставленный вопрос ребром, который либо ты идешь вот туда, как вы говорите, Александр, в палатку незламности, либо садись и договаривайся. Есть коалиция небайдушек, да, ее так, да, там называют. А мы видим формирование коалиции противоположной. И в этой противоположной коалиции 3 страны, постоянных члена Радбеза ООН, и 3 самые мощные, как бы кому-то хотелось, не хотелось, экономики, армии. И для меня болит одно – сохранить страну и сохранить людей. Если он пойдет дальше на вот эту историю с палатками, незламности и так далее, это приведет к катастрофе. И мы можем потерять и страну, и народ. С точки зрения договороспособности Зеленского, как вам видится сейчас? Он может пойти на условия Путина и там Трампа? Просто сейчас же очень мощная поддержка у него. Смотрите, первые 2 миллиарда Европа проплатила, американцы поставляют оружие. Причем все говорят, американцы поставляют оружие. Европа дали денег, 2 миллиарда, транш прошел, погрузки пошли. Все как Трамп говорил. То есть тут все, ничего нового. Значит, всячески пытается там, ну, понятно, да, то есть там Бессенд говорит, мы еще там, у нас все варианты на столе, все там санкции, хотя после ШОС грозить санкциями уже у Трампа так не удастся, это однозначно. То есть рычагов нет. Блумберг пишет, идеи у Трампа кончились. Получается, нужно помахать ручкой, попрощаться и уходить. А что будет предпринимать Европа? На ваш взгляд, вытянет ли она? И, ну вот важно, вот здесь важно понимать. Просто какой-то четкий мейнстрим. Значит, выходит Янукович, говорит, я вел в Европу страну.
А ты потом немножко, если так вот без эмоций, ну, посмотришь, а так оно и было. Ну, там уровень жизни подтягивали, да, стандарты переходили. Он и там старался быть хорошим. То, что вы, в принципе, характеризовали в начале. И туда, и как-то там... Понятно, что все хотели, чтобы бабки были на Западе, их принимали в западных кругах, люди плюс-минус жили нормально, да, и там, авось там в Европу вскочим. Понятен этот расчет. Потом немножко предъявили счет, ну, Янукович говорит, плохо с ним общались. И, в общем, завернули. Сегодня и Фица говорит, мы не против, чтобы Украина в ЕС вступала. НАТО? Нет. Путин говорит, да мы тоже никогда не были против. НАТО? Нет. Получается, что вот этой сладкой пилюлей, которая немножко подсластит горечь поражения, убийств и ужаса, будет вот это вот вталкивание разбомбленной, нищей, обескровленной Украины в Европу. И в этом глобальный план. Да, я с вами абсолютно согласен, Александр. Это очевидно и по сегодняшним заявлениям, и по тому, что Фицу фактически передаст Зеленскому, это будет ультиматум. Вот мы тебе даем вот это, мы разблокируем вступление в ЕС и с Орбаном, но ты должен вот это, вот это. Будет ли он договороспособным? Ну, тут еще давайте личностные моменты. Очень важны. Мы начали с политических убийств, а еще ж есть и коррупция. И война ж продолжается, коррупционная или антикоррупционная. Вы видели подозрение бригадному генералу Илье Витюку, который возглавлял кибердепартамент СБУ? Ой, его так потом засунули поглубже, чтобы вообще не отсвечивал, но НАБУ вспомнили и говорят, квартирку купил, декларация там не соответствует. И СБУ сейчас начинается публичная война. Публично выходит СБУ и говорит, это месть за арест агентов НАБУ. Ну, нифига себе. Ну, во-первых, не воруй и мести не будет. Ну, а во-вторых, ну, если вы признаете, то вы признаете войну между правоохранительными органами. Мы фактически сегодня стали очевидцами признания того, о чем я говорил раньше не раз, ментовских войн. И это далеко не конец, а есть же еще пленки. И он это понимает, я имею в виду Зеленского. Вот у него сейчас баланс. Если Трамп уйдет, то НАБУ будут развязаны все руки. Уйдет в смысле из Украины, не из жизни. Я имею в виду с переговорного процесса, это самое. То НАБУ будут развязаны все руки. Пойдут пленки, пойдут шурма, пойдут, ну, многие. Тут же очень интересный момент. Мы с вами говорили об этом деле ОГХК по Титану. А дело в том, что, не буду вдаваться, повторять подробности, но дело в том, что дело же это расследует не просто НАБУ, а вместе с ФБР. И один фигурант уже в Филадельфии приземлился, а второй приземлился в Стамбуле. И это звоночек. А всем все понятно, а где-то в Эмиратах Мэрин, а где-то Синиченко там в Испании или где. А сегодня, говорят, во Франции задержали одного тоже фигуранта дела НАБУ. Он не близок к власти, ближе к прошлой, но он близок к хомутыннику. А хомутынник, понятно, чей родственник и понятно, ну, взаимодействие с властью. То есть завтра может все повернуться, сегодня ему какие-то гарантии дают. Но опять же, почему
Зеленский не соглашается на гарантии. Александр, гарантии дают от того, что Россия не будет убивать и не будут по делам войны преследовать. Но от коррупции же гарантии не дают. И завтра, когда сменится власть в Украине, и Завтра не когда сменится. вытянут... Что-что? Завтра не сменится. Ну, я условно говорю завтра. И вытянут на свет Божий эти дела, как в Грузии по Саакашвили вытянули, то можно ж приземлиться, как Михаил. Сегодня на фоне сообщений с фронта таких, ну, потужных, да, о том, что удачно 2 недели воевали, взяли и вывесили флаг. Правда, это мало, ну, там, не подтверждается пока, но тем не менее. На фоне этого заявления выходит украинский боец с позывным «Мучной» и говорит: россияне зашли в Покровск. Причем зашли не вот так, как раньше, там, да, на окраинах, какие-то маленькие группы, а они зашли, как бы обосновались и вводят резервы в Покровск. То есть, смотрите, вот эти все, там, 3 села на День независимости, 4, там, их можно вообще на 0 списать, потому что вход в Покровск это уже, ну, означает серьезное изменение вокруг вот этого, на этом куске. И причем все давно знают, да вот еще Покровск, все было понятно с Покровском. Ну так погодите, это признак того, что не получается у вооруженных сил Украины оборонять уже. То есть получалось все эти месяцы, когда угроза нависла над Покровском, а сейчас не получается. Что изменилось? Я слышу, как такие тоже публичные военные, которые там с телеграм-каналами, ну, которых там любят включать разные марафоны и полумарафоны, как они сетуют и возмущаются, и прям открыто говорят: вот это решение Зеленского отпустить 18-24, 22, да, 18-22, это плевок в лицо вообще военным. Другие выступают, комбаты, говорят: слушайте, а что это у нас 18-24 получают по миллиону? Давайте до 27, или давайте там, ну, всем давайте по миллиону. Что это вы так? Что это за программа? То есть мы видим, как даже с рафинированным, высушенным, высосанным, просто досуха информационным пространством под контролем все равно прорываются такие голоса критики, причем из армии. Потеря Покровска на что повлияет? И что вы скажете по поводу протестов армии? Тут даже вот Полису выпустили, зама Ермака по военной части. Он говорит: ребята, вы что? Не-не-не, наоборот, мы успокаиваем родителей, мы все, это хорошо, что президент вот это принял решение. Смотрите, по Покровску. Это стратегически населенный пункт. Это ворота в Днепропетровскую область. И если не начинаются мирные переговоры, которые заканчиваются быстро остановкой боевых действий, то потеря Покровска может дать именно вломиться на территорию Днепропетровской области очень серьезному группировке российских войск. Понятно, что Днепр не возьмут, да и Павлоград сразу не возьмут. Но то, что подойти к этим городам могут вплотную, там же дикое поле, по большому счету, могут. Какие будут последствия? Тяжелые будут последствия, очень тяжелые. Поэтому я думаю, что Покровск это стратегический момент. И Зеленский должен это как бы понимать. Теперь по отношению к людям. Я не хочу там комментировать 18-22. Почему? Он их выпустил с одной единственной целью. Он их не выпустил, чтобы даже понравиться родителям. Он их выпустил, чтобы картонных майданов не было. Потому что сегодня на картонке пишут, лучше мама Рима выписала туда, а завтра за горло возьмут.
А учитывая, что Порубий, погибший, убитый, поддержал Шабунина, и поддержал же он его не потому, что он любит Витальку там, ну или что, а именно с политических мотивов. И с энергией этих молодых, с опытом Порубия, ну в этих вопросах протестных, она могла быть очень и очень серьезной. А теперь еще один момент. Вот, да, я не верю, абсолютно не верю этому человеку, который сегодня в суде был, там, во Львове. И вообще думаю, что это постановка и сериал. Но вот эта же история с пропавшим без вести сыном. А сколько пропавших без вести? А никто с родителями не работает. А мне они пишут, а там кто-то им помогает. Я там даю какие-то контакты. Говорю, люди, не знаю, правда, неправда, проверяйте. И это, понимаете, да, Александр? Вот такая проблема. Я молчу про финансовую часть этой проблемы. Но это моральная, и, естественно, она подрывает со средины дух, мотивированность и так далее. Поэтому потеря Покровска плюс вот эта аморальщина, которую развели зеленые гниды с погибшими, пропавшими без вести, ранеными и так далее. Одесса, Сегодня день города. да, Одесса. Идем по городу, а куча людей с ампутированными ногами, руками. Никто за этим не смотрит, не может, не занимается. Ну, это ком, он нарастает. Он нарастает. Еще раз говорю, я не верю ни на секунду вот этому человеку, который в суде сегодня был и сознавался там и рассказывал. Но историю он выдавал на гора, которая рано или поздно взорвется. Ну, смотрите, а с другой-то стороны. Они же на Банковой тоже не сидят ровно на мягких тканях. Ну, тоже занимаются. И СБУ сыщет, ищет. И, собственно, политически давят, поджимают те, кто голову поднимает. Некоторые считают, что у Зеленского и у его менеджеров достаточно серьезный запас прочности. Ну, смотрите, его же так классно признают за рубежом. Европейские лидеры. Вот опять поедет в коалицию желающих. Трамп чествовал, да, с европейцами. А, Путин даже, вот Лавров даже говорит, мы признаем, что Зеленский де-факто глава режима. Ну, то есть, это признание, это успех. Александр, тут важен еще легитимность, это как один из кнутов. Мы говорили о трех кнутах Трампа с вами в предыдущем эфире, и мы же видим, как Трамп прямо на все три намекнул. А тут и Путин подхватил. Хочешь, Вова, будут стягать. Не хочешь, Вовочка, не будут, но будь послушным мальчиком. Еще один немаловажный, я думаю, один из очень серьезных вопросов в том, что Зеленский и его режим понимают, что к выборам может прийти быстро. И мы видим, что опросы, все в вопросах отсутствует партия мира. Ее нету. Ну нету. А что такое партия мира? Это кто? Это люди, которые методически выступают за мир, за прекращение войны.
И это люди, которые понимают, что надо изменить внутреннюю повестку для того, чтобы вот эту историю с разными полюсами страны убрать, ну, с порядка дня. Э, Нету. Но тут вопрос другой. Вы правильно говорите, все, кто инакомыслящий, его либо на утилизацию, на фронт, либо со страны вон. А потом выпускают, понимают, что одним из вопросов мира, об этом уже все говорят, есть вопрос политическое обнуление, то есть чтобы участие в выборах могли принимать тех, кто вынужден был эмигрировать и так далее. Выпускают полного дунду, который тестирует и передает месседж, ну, потому что Зеленский не может этого как бы сказать. Ну, а что с Дунды взять? Дунда, он и есть Дунда. Что Дунда, что Дурында, какая разница, как говорил классик, да, с 95-го квартала. Говорит, политический украинец это только тот, кто последние полгода был это самое. Я дико извиняюсь. Выходят люди, которые вынуждены были эмигрировать, они не политические украинцы, а те, кто мародерили на войне, воровали на войне, зарабатывали на крови, они политические украинцы. Им пожалуйста. Это я как был, так и остаюсь убежден в том, что Зеленский максимально никаких выборов не видит и проводить их не собирается. Но его окружение, они понимают, что все-таки к этому может дойти, и они начинают выстраивать вот эти вот фишки в виде дурынд всяких и так далее, и так далее. Мы находимся, скажу так, подводя, как говорится, да, черту, мы находимся в очень темных, сумрачных временах. Темные времена. Просто дико темные. Но самые темные времена наступают перед рассветом. Кровавый рассвет Поэтому сильно. надежду терять нельзя. Я вообще не люблю эту аналогию, если честно, эту присказку, потому что рассвет шибко кровавый будет, и как Но он будет кровавый. Тут, проявит очень много. Значит, я, если честно, сейчас пытаюсь найти, вот здесь, скажем так, делятся высказываниями Тараса Чмута. Ну, Тарас Чмут, да, «Повернись живым», вот этот волонтер. Я как-то вот надо перепроверить, конечно, это прямо сейчас. Ну, в общем, прямая речь. Боевые действия могут полностью остановиться уже в этом году. Есть вероятность, что активная фаза войны закончится. Об этом сейчас ведут переговоры. От террас. Игорь нет, Владимирович. так ведут. Но я не верю. Я не верю. Зеленскому не верю, даже не Чмуту. Чмуту что скажет, то он и скажет. Зеленскому не верю. Он врал, обманывал и будет врать и обманывать. Они будут вести переговоры, они будут запускать такие месседжи, а потом в конце будут срывать. Потом в конце казнят какого-то переговорщика очередного, ударят по Курской АЭС или какой-то еще, ну, что-то сделают такое, убьют какого-то знакового политика очередного, что-то сделают такое, чтобы мирный процесс сорвать. Вот многие говорят, ну, там, с чего начали, к тому вернемся. Вот многие говорят, ну, Порубий яркий представитель партии войны.
А я скажу чуть по-другому. И тут, кстати, тоже может быть ключик к делу этому. Парубий никогда в жизни не подписал бы капитуляцию. Я в этом глубоко убежден. Но Парубий 100% относился к людям, готовым идти на тяжелые компромиссы ради сохранения страны и людей. Я это знаю, я с ним спорил. Я с ним спорил несколько раз. Просто доходило чуть ли не до стычек, потому что я отстаивал более радикальную позицию по некоторым вещам, плюс Минск. Он же относился к тем, к партии Минска, которые говорили, что это надо выполнять. Понимаете? И тут бах, и давайте радикализировать. То есть, Чмут говорит правду, переговоры идут. И Зеленский их будет вести, будет ездить, кивать хоботом, жевать сопли, улыбаться, кричать, исполнять очередные монологи, роли, все. Но потом придет момент, когда все будет сорвано. Не верю этому человеку, не верю ни на одну секунду. Значит, два момента, даже три хочу обсудить, и перейдем к зрителям. В общем, Таймс пишет, в США, вероятно, не присоединятся ко встрече коалиции желающих в Париже 4 сентября, то есть послезавтра. Ну, Не нет. присоединяться, я и не сомневался в Все, этом. это вот только что сообщили Таймс. Дальше очень интересный, скажем так, момент, который я считаю нужно обсудить. Значит, пишут о VIP-концерте в Варшаве. Непонятно, командировка или отпуск за госсчет. Значит, директор, в общем, Бабенко, Иванов селятся в это Министерство охраны здоровья. $1500 за ночь. Вечер в VIP-ложе. Концерт Армина Ван Бюрена. Общие траты на еврокомандировку превысили $20 000. И утверждают паблики, что министр Ляшко персонально разрешил тур и выделил даже служебный автомобиль с водителем. Ну, в нормальных странах европейских за это сразу в общем, под зад коленом. Ну, видите, Ляшко держится. А его подчиненные, там, замы, директора центров, вот они вот так вот разъезжают. Смотрите, вот это очень интересный момент. Вот сейчас мы имеем возможность провести тест. Чей Ляшко? Виктор. Он Зеленского или он этих товарищей из ВОСа, вы поняли, вот этих вот глобалистов, этих соросян. Знаете как? Если завтра НАБУ объявят подозрение этим замам и ему за это авто, значит, все понятно. Он зелененький и покраснел чуть-чуть. Понимаем, да? Если не объявят, то значит он не Зеленского, а Зеленский просто его держит как компромисс, что тоже возможно, учитывая глобальное отношение глобалистов к медицине, к МОЗу нашему, и так далее. Ковидом, и всем другим историям. Поэтому это показатель. Вот если завтра, послезавтра мы увидим Педосу, значит все ясненько. Был зелененьким, стал красненьким. Если мы не увидим, то как и было, так и есть. Вообще, конечно, в ужасной стране, вот если честно, мы живем. Имеется в виду Украина, да, вот то, что она во что она превращается. Понятно, что мы сейчас не находимся буквально, да, на этой территории, но тем не менее. Мы какой-то там политически, мы в Дунде не верим. Вот хоть бы кто-то вышел и сказал что-то. Что-то путнее, что-то нормальное. Сообщила
погранслужба, что в Одессе два мужика пытались сбежать, один выстрел предупредительный, в общем, мужик один испугался и как бы сдался, а второго застрелили, в ров упал из АК-47. То есть граница Украины, пограничник стреляет не, Концлагерь. не того, кто пытается ворваться с неизвестными целями, значит, прорваться через ограждение, а А того, того, кто выбирает. то есть вот в принципе Концлагерь. вот так это все и выглядит, понимаете? Концлагерь. Последний раз такие убийства были, когда с советской зоны, с ГДР, бежали в Западный Берлин. Там даже счет был, с каких убили немцев, ну, кто перебегал. Вот мы в концлагере. Чтобы точку поставить в основной части эфира, у меня очень такой четкий и понятный вопрос. УПЦ запретят, материалы в суд уже подали за связи Да, с Российской Федерацией, да, страной-агрессором, так звучит в законе, да, то есть да. могут закрыть. Запретят. Но там очень интересный другой подтекст этого момента. А имущество кому достанется? Потому что служба, которая по этнополитике, ну вот и религия, религиозная, в общем, она как бы вот на имущество роток раскрыла. Э, Комсомольцы грабить будут. Ничего не поменялось. Абсолютно ничего не поменялось. Будут претендовать и ПЦУ, и греки, и греко-католики. Тут же проблема в чем? Проблема в том, что, ну вот давайте возьмем, осталась одна лавра. Фактически осталась Почаевская лавра. Завтра ее условно эти комсомольцы-добровольцы будут забирать. Ну, скажут, у ПЦ все, да, вот все. А в ПЦУ монахов-то нету. И дай бог, чтобы хватило ума не трогать монахов, насельников, которые сейчас находятся. Потому что если в Лавре Киево-Печерской мы не можем в Киеве, грубо говоря, поохранять, то с мощами чудят, то еще что-то, да, то вы представляете, какой грабеж будет в Почаеве? Это ж, ну, это реальные вещи. Вместо того, чтобы созидать, объединять, вообще, мы же светское государство. Отдайте святым отцам. Пускай они между собой, ну, общаются. Так святые отцы, они ж не совсем святые. Все же агенты Кремля. Ну вы же видите как. Послушайте, я не хочу. Я вот это смотрю этих комсомольцев разных, в том числе и в рясах, да, когда люди на своего духовного отца, на человека, який їх висвітив, и благодаря которому они есть, хотя бы тем, кем они есть, они выходят и говорят, да он сейчас вот, ну, прямым намеком чуть ли не помрет завтра, давайте молитесь. Я берусь за голову и думаю, ну реально, вы подонки, вы ждете, да? Ну как это называется? Это ж, ну, это не вмещается, ну, в голову. Я знаю, допустим, что после вот этого сообщения тоже УПЦ патриарху Филарету позвонило, ну, человек 10 митрополитов.
Несмотря на то, что в их жизни, ну, было, да, и так далее. А комсомольцы-добровольцы, которых он высветил, они говорят, ну, давай, дедушка, я извиняюсь. У меня просто слов нет. Да, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса. Ну, я очень рад, что все, как говорится, здравые люди, все, в общем, все поняли, да, и не ведутся, ну, не ведутся, да, на все вот эти происки пропаганды, или каких-то вбросов, или, в общем, в соцсетях волн ажиотажа. Это приятно, друзья, спасибо большое вам за это. Вот такие итоги опроса. Жив ли Трамп? Ну, осталось там сколько? 45 минут, чтобы понять, жив или нет. Ну, вот такие опросы у нас. 8% нет, он в холодильнике. 20% Венс придет, порядок наведет. Ну, то есть 28% мы понимаем, да, что... 28% считают, что да, он просто выжидает роста крипты, играет на фондовой бирже. Ну и 43% да, просто приболел немного. Ну, посмотрим, как он, что он заявит по поводу этого. Ну, очень приятно иметь дело с такой аудиторией. Спасибо вам большое за это голосование. Перейдем теперь непосредственно к вашим вопросам. Большое спасибо. Я вот сразу начну, чтобы вы поняли. В клубе зрителей, в телеграм-канале, закрытом клубе зрителей, вот тот вопрос, который вы предугадывали, буквально он, от Олега. Сегодня день рождения Одессы, 231 год с момента основания, как порта и города. Поздравляю Игоря Александра и себя. Вопросов много, но остановлюсь на одном. А кто следующий? Ведь понятно, что убирают всех, кто может замутить Майдан в Украине. Кто же? Я не буду называть ни одну фамилию. Я единственное скажу, что если исходить из логики сценаристов этого кровавого сериала, да, этого сезона кровавого, следующий должен быть представитель так называемого антимайдана. Мгм. Россия. Потому Фарион, Портнов, Поруби, ну, понимаем, да, вот где-то вот такая шахматка выстраивается. Значит, Россия продолжает наносить удары. Мы будем отвечать на это, отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости, заявил Зеленский после российских атак во время своего обращения вечернего. Это вот было только что. Ну, Потужно? смотрите, это то, что я говорил. Он будет вести переговоры, разговаривать, все. Потом прилетит, бахнет по... И вообще вот этот удар по Курчатову, по АЭС, да, это мне напомнил, а ударка ядеркой по нам, тогда точно мира не будет. Ой, сегодня гриб такой был из облаков. Страшный. Ну, беленький имеется в виду. Ядерный, похож. Поехали к вопросам. Вопросы из сообщества YouTube. Скажите, Игорь, украинцы так любят цирк, что сначала поставили шатер и ходили смотреть представление, а после сделали цирком всю Украину и выбрали комедиантов управлять ей. И в пустом шатре цирка теперь собираются те, кого выгнали из страны. Но у них нет сплоченности или общности. Почему? Как вы считаете? Люди разные, разные взгляды, разные подходы. Я, например, смотрите, моя позиция следующая. Я готов к сотрудничеству, готов протянуть руку любому, кто выступает за мир и кто выступает против войны, против агрессии, против крови и так далее, и так далее. И, естественно, с тех, кто видит Украину, а не Москву, Вашингтон, Пекин, там, ну, еще кого-то. Угу. Значит, здравствуйте, Игорь. Как вы оцениваете перспективы прямого военного столкновения Франции с Россией на фоне таких новостей? Министерство здравоохранения Франции разослало больницам документ с требованием подготовиться к возможному поступлению раненых. Госпитали должны готовы принять от 10 тысяч до 50 тысяч солдат в первые месяцы войны. Не верю.
Не верю. Не верю, что французы пойдут хоть на какое-то столкновение, хоть маломальское столкновение с Россией. Ну, а Россия до Франции явно не доберется. Не, ну там ракеты летят, ну что? Ну, ракеты ракетами, ну, Не, ну вот смотрите, Израиль и Иран повоевали как, а? Знатно. вы хотите сказать, что французы готовы запустить ракету по России? Не верю, не верю. Жиденько помакронят и все. Мгм. Мирослав интересуется, в общем, по поводу Европы тоже вопрос, она продолжает, заинтересована в продолжении войны. Может ли кто-то поменять отношение ЕС к войне? Ведь кто бы что ни говорил о их бессилии, без их общего одобрения война не может закончиться. Смотрите, в ЕС, в Европейском Союзе нет никакого единства по войне в Украине. Нельзя говорить, что Евросоюз поддерживает войну в Украине. Отдельно взятые, крупные, бюджета формирующие государства ЕС, да. Но говорить в целом о ЕС, ну, надо же говорить объективно. Можно ли поменять подход? Так я вижу, каких уже дрессируют. Дрессирует Трамп. А вообще, смотрите, почему они не хотят мира? У меня на почте есть очень интересный документ. Мне прислали из Соединенных Штатов. Это договор о наеме лоббистов. Там, ну, смысл в другом. Смысл в том, что ГТС заявленное, то, что мы уже с вами говорили, что отойдет и будет совместно использоваться. Ну, то, что Трамп по АЭС сегодня сказал, то же самое с газотранспортной системой. А теперь Так ее ж внимание. разбили, или там легко восстановить. Это все восстанавливается легко. Смотрите, чем ГТС и чем северные потоки, там, кстати, американцы и туда пытаются войти, их тоже надо приводить, ну, после взрыва в чувство, но это возможно. А только российский газ американцы смогут продавать в Европу, так и закончатся глобалисты. Все, конец. А в чем связь? Подождите, давайте. А в чем связь? А как вы думаете, кто помогал быть на плаву госпоже Меркель сколько лет? Я дам ответ. Газпром. Фактически через выборы будут назначаться лидеры европейских стран Трампом и Путиным. Ну, как-то, нет, конечно, звучит красиво, но мы же увидели в Румынии, как там кто назначил. Мы же увидели даже в той же Германии, да, вот как топил Маск за АДГ. Ну и ничего, все. Да, но АДГ сейчас лидирует. Я отношусь к АДГ очень сдержанно, потому что, знаете, правые, которые проповедуют нетрадиционные ценности, для меня какие-то, ну, понимаете, да, там странные товарищи. Ну, правда, Германию превратили вообще в странное государство. Вот. Но смысл в другом. Они лидируют во всех опросах. Все, сейчас будут местные выборы, и мы увидим победу АДГ. Я в этом уверен. Ну, посмотрим. То есть Трамп и Путин будут назначать лидеров в странах через выборы. Интересно. Да и с трубой это как бы не новая, такая новая информация. Уже об этом писали и говорили, что как бы Европа не может же закупать российский газ. Американский будут закупать, который будут качать. Продолжим. Вопросы. Вот такой вопрос от Владислава. Что это за нарратив такой входит в моду? Сохранение государственности – это победа в войне.
финны очнулись, а если мексиканцы начнут заявлять, что они тоже победили в войне с США, территории потеряли, но государственность-то осталась, испанцы о победе над Штатами в 1898 заявят. Подумаешь, Филиппины потеряли Пуэрто-Рико, Кубу. Государственность на месте, значит победа. Германия после Первой мировой, Италия и полно примеров в истории. Что вы об этом думаете? Ну, Владислав, во-первых, это я начал так говорить, и очень давно, и в Александра в эфире, ну, начал говорить. Когда меня спрашивали, что для вас победа в войне, я говорил мир. Прекращение войны. Это наша победа. И сохранение, соответственно, людей, ну и государства. Вот, поэтому это нарратив как бы этот самый. Пример Финляндии еще до их премьера я приводил, и книги показывал. Мы обсуждали с Александром мемуары Маннергейма, ну и так далее. Поэтому ничего нового мы не услышали. То, что вы приводите пример, ну, смотрите, Украина находится, если не в шаге, то в нескольких шагах от того, чтобы прекратить существование как государство. Нас пихают в пропасть. Более того, учитывая демографическую ситуацию в стране, это пропасть не только для государства, это пропасть для народа. Поэтому я нераздельно говорю о государственности и людях. Сама по себе государственность без людей и нахрен никому не нужна. Так, Эдвард, вопрос гостю неприятный и сложный, надеюсь получить ответ. Будучи в составе тогда еще Добробата Азов в Мариуполе в мае 14-го, вы убивали людей? Без комментариев. А, Прямо не убивал. Не расстреливал, не убивал, в упор не стрелял. Вот так вот скажу. о Порубие еще Александра спрашивает. Значит, по вашим словам, Порубий чуть ли не святой, учитывая его роль в... Он не святой, он далеко не святой. Ну, Ну, в общем, Одесса, Майдан, вооруженные люди, сомнительное высказывание на украинском телевидении о демократии Гитлера. Не считаете ли вы, что именно такие деятели, как он, привели Украину к текущему положению? Трагедия в том, что когда ТЦК убивает человека, общество не обсуждает и не расследует это, а из-за любителя Гитлера такой шум стоит. во-первых, Порубий не святой, я этого никогда не говорил. Второе, ко 2 мая в Одессе он действительно отношения не имеет. И не было его там, это миф. Э, Имеет ли он отношение к вооруженным людям на Майдане? Имеет. Были ли вооруженные люди на Майдане? Были. Привел ли Майдан к той ситуации, которая есть сейчас? Да. Но Майдана бы никогда бы не было, если бы не было условного антимайдана. И то, что сыграли роль печенюшки, когда романтики бегали с автоматами и стреляли там, грубо говоря, кидались напалмом, их били, ну и так далее, то подонки делили печенюшки Нуланд. Значит, вот такой вопрос еще. Это я тут заглянул в чат трансляции. В продолжении ну, там, о Порубие пользователь Флейворит спрашивает, а вы скажите, пожалуйста, вы не знаете, каким он бизнесом занимался? В чем был род деятельности? У Порубия не было никогда бизнеса. Ну, вовлечен в какие-то, может, моменты, как, ну, все нардепы, причем здесь Нет, вот что-то... смотрите, тут как раз вопрос в том, что э, Порубий не имел бизнеса. Вот просто не имел. И будем говорить так,
он закрывал глаза там на мутки, шмутки, будучи главой Верховной Рады, он не мог этого, ну, не видеть и так далее. Но лично никогда не слышал, чтобы он в каких-то мутках принимал, ну, личное непосредственное участие. Там есть версия, связанная с его дальним родственником, который в одном из АПГ состоит, такой себе гражданина морды. Но, как по мне, она несостоятельна по причине, что, во-первых, это действительно далекий, ну, родственник, а во-вторых, просто фамилию ту же носит. А во-вторых, а как мог там в этих разборках, ну, этих группировок, какую роль мог играть Порубий? Да никакую. И это знают все. И влиять ни на что не мог. Поэтому, ну, сенс убийства, исходя из этой точки зрения, ну, он отсутствует. Хотя я повторяюсь, это мое мнение, отрабатывать надо абсолютно все версии. От личной, семейной, до коммерческой. Ну, то есть отрабатывать надо, ну, это нормальное следствие должно отрабатывать. Но нам, друзья, схарчуют то, что уже схарчевали. Ну, сейчас тут Я опять включаются в телемарафон, говорят, русский след, ищем, вот русский след. Ну, Да, да, ищем русский след, все это, вот это, вот это, вот это. А мне кажется, там очень явный украинский след. и Игорь Владимирович Тони Шибаев спрашивает, почему вы не согласны с тем, что русский язык должен быть государственным языком в Украине, если 70% украинцев его считают родным? Вы считаете, что диктатура меньшинства– это демократично? Смотрите, даю ответ. А что вам даст государственность российского языка? Я дам простой очень ответ. Да ничего не даст. Вот. И даже Российская Федерация уже, ну, устами этого Лаврова, да, сделала заявление. Мы не настаиваем, ну, на государственности российского языка в Украине. Вопрос в другом. Я лично сторонник того, что первое, чем больше человек знает языков, тем лучше, любых языков. Во-вторых, я хочу читать в оригинале Шевченко. Я хочу в оригинале читать Гоголя. Я абсолютно нормально отношусь к русскому языку, на котором сейчас, ну, с вами разговариваю. И государственность его тут абсолютно не имеет, ну, никакого этого самого отношения. С палкой бегать по улице, там, як там, инспектор, да, или как он там обзывается, этот самый, нет. Я против. Я говорил в Александра, мы об этом несколько лет подряд говорим. 25 лет мораторий, прекращаем. Вот эти вытаскивания языкового вопроса, церковного вопроса и исторических вопросов, это для чего? Чтобы стравить людей и править, что Зеленский прекрасно делает. У него в сериале был эпизод, где типа олигархи это обсуждают, а сейчас он эту сценку в жизнь толкает. Вот и все. Так, значит, Петр пишет, вот Путин сегодня согласился, что не против вступления Украины в ЕС. Почему бы Украине за это ухватиться? Ведь кто, А вопрос не в Украине. ведь кто сегодня не в ЕС и не в НАТО? Будет Украина в ЕС, будет и в НАТО. Что бы там они потом Путину не обещали. Ну, во-первых, это не так. ЕС к НАТО не имеет никакого от слова вообще отношения. Во-вторых, Австрия, например, является нейтральной страной абсолютно, но в то же время членом Европейского Союза по причине того, что Европейский Союз это чисто межгосударственное экономическое объединение, которое к оборонным вещам не имеет никакого отношения. Это то, что мы говорили, друзья, тут с Александром по поводу того, что ЕС не поддерживает войну, как ЕС, а отдельно взятые государства. И
отвечая на ваш вопрос, схватиться. Так хвататься некому. Гражданин, уроженец Кривого Рога, Зеленский Владимир Александрович, не хочет ни за что хвататься по одной простой причине. Его устраивает война. Да. Иван, как вы относитесь к версии хранителя анализа Зеленского о причинах убийства Порубия? Мол, Порубий известен как мастер Майданов, возможно, планировалось вынудить Зеленского написать заявление об отставке, Порубия назначить на роль спикера Рады и повесить на него вопросы войны и мира, дворцовый переворот, в общем. Давайте я отвечу так вам. В случае трансфера власти в парламент отыгрывал бы какую-либо значимую роль Андрей Порубий. Да. Был ли бы он ВО или спикером, навряд ли. Играл бы роль? Играл бы. Хотя, учитывая его отношение к Минску, то, что мы с вами говорили, возможности компромиссов и тому подобное, я не исключаю. Вы понимаете, там бегают, прибегают ко мне люди, говорят, там Арахамию на спикера, ну, готово. Я им говорю, да перекреститесь. Да не может Арахамия быть спикером. Ему надо с Ишака диван притянуть с кальянами в президию поставить для того, чтобы он там полчаса посидел. Ну, грубо. Работа спикера – это ж очень тяжелая на самом деле работа. И политически, и физически. И мы видим только сидящего спикера в этом в кресле в президии, а на самом деле кулуарно и так далее. Поэтому, ну, какое арахамия, перекреститесь, люди добрые, какие это самые. На самом деле на пальцах можно пересчитать людей в нынешнем составе парламента, которые могли бы и могут гипотетически управлять им. Стефанчук не управляет парламентом. Он занимает кресло и должность. А парламентом управляет господин Штучный, генерал Штучный, руководитель аппарата, через которого Ермак и Зеленский и Ермак рулят зелеными гнидами под куполом. И не Так, только это. давайте еще несколько вопросов из чата. Red Monkey. Игорь, а чьи снайперы были на Майдане? Я про сторону. От кого, за кого стреляли? Смотрите, я думаю, ну, мое личное мнение, я думаю, что была третья сторона, и поэтому важно было бы действительно провести следствие. Оружие было с обеих сторон, но именно если вы задаете вопрос по снайперам, я думаю, что это какая-то была третья сторона. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Значит, два Дмитрия, один и второй. В общем, Янукович въедет на белом коне в Киев, и опрос по Януковичу был 87%, при нем лучше жили. Вот это как бы шокирует. Ну, среди всех президентов. Ну, смотрите, если взять сегодняшний момент и взять Януковича, ну, естественно, лучше жили. Ну, шо, ну, любой мирный день лучше вот этого, ну, кошмара. Ну, то есть, конечно, ну, это... Едет ли он на белом коне? Не думаю. Не Мгм. думаю по одной простой причине. Ни киевляне, ни украинцы в целом, жалея о временах Януковича, не хотели бы его прибытия с Москвы. То есть одно дело жалеть, второе, элиты, в том числе те, которые относились к партии регионов, и те, кто не убежал в Москву, они не готовы и вообще не видят, не замечают. Ну это уже история, которая перевернута.
Так, значит, вот такой вопрос. Гипотетически, что если Трампа не станет? Все мы смертные. Ваша версия развития событий тогда. Спасибо. Ну, Венс продолжит политику Трампа, в том числе и по Украине. Может, более радикальными даже методами. Ну, Венс, да, еще тот товарищ. Значит, друзья, всем большое спасибо. Ну, Януковича не вернут. Как бы Владимир, тут многие пишут еще. Значит, все понимают это, но ввиду а, ввиду проблематики, да, которая вот происходит, его заявление вот в нужный момент, Не, нужным он людям. будет говорить, он будет давать нарративы, он поддержит, возможно, кого-то на выборах. Кстати, я не знаю, его поддержка кому-то может казаться, что даст сумасшедший рейтинг. А если она будет в лоб, она может и минус, принести. Это, давайте мы о выборах, влияниях и так далее будем говорить тогда, когда они хотя бы будут, где-то. Потому что по состоянию на сегодня они не готовятся. А распускаются слухи о них, распускаются разговоры о них. Но я, друзья, скажу вам, я не планирую принимать участие в выборах. Но я четко это отслеживаю через ЦВК и через другие процессы. Комитет парламентский, соответственно, и всё. Собака не валялась, друзья. Поэтому, когда нам говорит Зеленый, Владимир Александрович Зеленский, что вот мы ведем мирные переговоры, он четко же понимает, что мирные переговоры – это выборы. Если к выборам не готовятся, я имею в виду технически не готовятся, значит никто и к миру не готовится. Вот ответ. Вот чем выборы связаны с миром. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что мы побывали сегодня в прямом эфире. Благодарю, Кирилл Владимирович, вас за время и мысли. Благодарю вас, Александр, благодарю наших зрителей, друзья. Подсанкционные наши каналы, поэтому ваша поддержка очень важна. Лайком, репостом, комментарием. И будет всем нам счастье, и будет всем нам мир. И будем жить. Да, действительно, поставьте лайк, напишите, что думаете, потому что как бы основное это ядро, да, то есть родину как раз у Ютуба забрали, государство Да. Украины, да, вот. Да, украли, обворовали Александра, меня, да и всех, кому хотят закрыть рот. Вот. Диме Литвину привет. Я думаю, что лично проконтролирую, когда придет время, чтобы он оказался в том петушином углу, на который он заслужил. Я ничего не буду добавлять. Друзья, всем большое спасибо. Добра и света. Увидимся обязательно. Берегите себя. До скорого.